Добрый день. Уже целый месяц не снимал я новых роликов. И вот сегодня я проснулся с таким непреодолимым желанием а, снять ролик и поговорить о анонимных функциях, замыканиях, кложе в PHP. Ну, вроде бы тема всем достаточно хорошо известна, с одной, я так думаю, да, потому что очень часто мы используем там при фильтрации массивов, при мэппинге массивов, еще в каких-то случаях мы очень часто используем анонимные функции. Вот я задумался, а мы действительно хорошо понимаем, о чем это, как это работает, как это внутри устроено. Вот, надеюсь, что сегодняшний разговор поможет как-то, знаете, более основательно понять эту тему и дальше использовать замыкание анонимной функции более как бы осознанно. Да? Не просто так вот скопировали где-то пример кода, вставили к себе и все, и пользуемся. А чтобы мы понимали вообще, что это. Сейчас давайте взглянем на тот дебильный, как всегда, пример, который я придумал, чтобы как-то проиллюстрировать свои мысли. Значит, класс, суперинтеллектуальный класс, test service я его назвал, у которого в конструкторе, который принимает некое value, и есть единственный метод getValue, который это value возвращает. Ну, как я говорил, суперинтеллектуальный класс чем-то напоминает, знаете, entity в URM доктрины. Там тоже сплошные геттеры, сеттеры, неважно. Вот такой у нас класс. Давайте предположим теперь, что у нас где-то есть некая бизнес-логика в каком-то стороннем вообще файле, которая хочет получать это value экземпляра класса, объекта класса, и что-то с ним делать. То есть не изменять значение объекта класса, а просто получать значение и что-то с ним делать. Ему нужно. Вот такой, значит, тест PHP. Как мы это делаем? Мы создали два объекта класса test-service. Мы написали мегафункцию, назвали ее тест, это именованная функция, которая принимает два параметра. Значит, первая это экземпляр класса test-service, а вторая это некий интеджер дельта. Ну и, соответственно, когда эта функция вызывается, мы просто берем значение экземпляра этого класса и увеличиваем его на дельту. Супер логика. Запустим. Сработает? Нет? Сработало. Понятно, да? Мы в первом случае 3 плюс 2 получили 5, во втором случае 4 плюс 2 получили 6. Окей. Что плохого в таком подходе? Да ничего плохого. Можно, конечно, похоливарить на ту тему, что нафига смешивать функциональное программирование с объектно-ориентированным, но, друзья, это будет холивар на самом деле. Тут другой момент. Если мы вдруг каким-то образом сможем перейти в объектно-ориентированную плоскость, отказаться от функционального подхода, да, совершенно в данном куске кода, мы какие-нибудь плюшечки получим? Получим. Давайте посмотрим, каким образом. Вот тут у нас на сцену уже начнут выходить анонимные функции, они же в PHP Clojure. Сейчас все объясню потихонечку. Значит, смотрите, что мы делаем. Мы, во-первых, вот этот кусочек кода совершенно комментируем, он нам больше не нужен. Так. И добираемся до следующего кусочка кода, который у нас выглядит следующим образом. Смотрите, я беру и пишу именно анонимную функцию. Анонимную функцию. Сейчас почему? Которая по своей структуре очень похожа на вот этот тест, который был. Единственное, в чем отличие? Что нет имени тест и не передается первый параметр, экземпляр класса. Вот как только я ее создал, давайте сделаем следующим образом. Давайте ее, выведем, а что находится внутри этой переменной Clojure. Вот мы ее создали, присвоили ей какую-то функцию. Что находится внутри? Давайте запустим. Оказывается, у нас внутри Clojure находится объект класса Clojure, у которого есть такое свойство параметр. Значит, мы знаем его название дельта. Это значит required параметр, потому что здесь не нулябельный, обязательный параметр. Окей. То есть
Видите, в чем дело? PHP, как только увидел вот такую конструкцию, function, пробел, открывающаяся скобка, он сразу понял, что здесь имени не будет. Здесь будет анонимная функция. И он тут же, где-то там у себя внутри, глубоко-глубоко под капотом, создал объект класса Clojure, с которым мы теперь можем общаться как с объектом. Этот объект у него, ну, в смысле класс этот, у него не слишком богатый интерфейс, там, пяток методов, там, bind, call, bind2, еще чего-то, сейчас даже не вспомню. Суть не в этом, ну, не обязательно сейчас перечислять все эти методы. Интересный момент вот какой. Сейчас прямо сделаем. Давайте создадим новый экземпляр класса Clojure. Ну, как мы обычно это делаем, да? Просто new Clojure. У меня уже ID-шка подчеркивает красным, прям ругается, не желтенький, даже а красный. Почему? Потому что она говорит, ты зовешь приватный метод construct класса Clojure. Представляете? То есть, если мы перейдем в класс Clojure, то мы увидим, что у него конструктор приватный. Для чего это сделано? Это сделано как раз для того, чтобы запретить вот таким образом создавать Clojure, замыкание. Clojure это и переводится как замыкание. Чуть позже объясню, ну, как я понимаю эту тему, почему замыкание. Да? Вот. То есть, смотрите, PHP говорит, что создавать объекты класса Clojure можно только так. Я сам разберусь, что это Clojure. Никак иначе. Понятно? Комментируем теперь эту строку. Ну и давайте запустим. Дальше что? Еще один момент. Смотрите, вот мы написали эту Clojure и видим здесь this. А что за, простите, this? Мы сейчас не находимся в контексте какого-либо класса. Мы вообще в PHP скриптике дурацком. А никакого this контекста у нас нет. Откуда это? Что это? Дело в том, что когда мы эту Clojure создали, в дальнейшем мы можем в коде ее вызывать как объект класса. У нее есть метод call, в который мы можем передавать объект, к которому, ну, как бы, на котором вызвать эту Clojure, ну и какие-то параметры, аргументы. Аргументы, да? Можем передать. Ну, на самом деле аргументов может быть больше. Если мы здесь напишем, там, ну, не знаю, вот так, то здесь мы можем передать больше параметров. Понимаете? Нам сейчас просто это не нужно. Нам одного недостаточно параметра. Вот. То есть мы полностью ушли в плоскость объектной ориентированности. У нас Clojure, анонимная функция, это на самом деле объект класса Clojure. Если мы его вызовем с помощью метода call, у нас получится результат совершенно идентичный тому, что мы делали, вот, запуская стандартным способом, вызывая функцию тест. Результат никак не изменился. Но немножко изменилось, ну, то, что у нас вообще сейчас происходит в памяти компьютера. У нас там есть какой-то объект, с ним чего-то можно делать. Конечно, вот по сути результат один и тот же, ну, непонятный. Только какие-то эстетические, да, такие воззрения могут сказать, что вот второй подход лучше, чем первый. А кто-то возразит, да нет, проще вообще именованными функциями пользоваться. Когда мы вызвали Clojure call 3, мы передали объект класса. И вот этот-то объект класса и привнес нам сюда this, контекст this. Поскольку это объект Clojure, он понимает, с чем он, ну, что в нем будет this. Он понимает метод call, что первый параметр передаст контекст класса, в котором, объект которого мы сейчас используем. Вот так сформулируем. Хорошо. Давайте теперь что-нибудь более интересное посмотрим. Почему это называется замыкание? Как я это понимаю? Я сильно усложнил наш код. Я добавил еще кучу всяких вещей. Во-первых, я добавил некую логику. Смотрите, я вывожу рандомно число, единица или двойка. И если единица, я использую одну логику, если двойка, использую другую логику. При этом логика разная в чем, видите, просто разные выражения используются здесь.
Но самое это главное, что я делаю. Смотрите, я перед этим определил такую переменную multiplier, множитель. И эту переменную multiplier, я могу передать в качестве контекста в closure. И обратите внимание, что вот был multiplier 100, я создал, либо в этой ветке, либо в этой ветке, я все равно создал closure. И тут же переопределяю multiplier. А потом вызову, как мы раньше делали, call closure сделаем. Да? Вот давайте сейчас так поступим. Смотрим, что получилось. 302, 402. Легко понять, что, видимо, здесь мы оказались в единичке, вот в этой ветке. Мы умножили, взяли getValue первого объекта, это тройка, умножили на 100 и прибавили дельту 2. Получилось 302. Со вторым объектом получилось то же самое. This getValue был 4, умножили на 100 и плюс 2. Теперь вопрос, почему мы умножили на 100? Ведь у нас здесь мультиплеер равно 1 уже. Так в том-то и дело, что когда мы создали closure, весь контекст, который мы ей передали в момент создания, она замкнула в себе и с честью это дело несет. Мы дальше с этим контекстом можем делать что угодно, изменять его как угодно. На closure, уже созданной, это никак не скажется. Она замкнулась. Это замыкание. Она схватила кусочек вот текущей реакции, текущей реальности на момент, когда ее создавали, и теперь с ним будет таскаться, что бы во внешнем мире не происходило. Как это называется? Правильно, инкапсуляция. Она в себя инкапсулировала, замкнула некий кусочек контекста. Понятно, что мы здесь можем передавать... Понятно, что здесь мы можем передавать много всякого контекста, да, просто нам здесь он совершенно не нужен. Хорошо. А такой вот вопрос. А можем ли мы... Вот мы взяли сейчас и здесь создали функцию, создали closure. А можем ли мы из класса импортировать метод? Странное немножко действие сейчас сделаю, ну, потерпите немножко. Надеюсь, будет понятно, для чего это делаю. Давайте сделаем вот так. Я назову переменную, назову ее getDelta. И попрошу мне вернуть, вернее, сохраню в ней вот такой странный массив. Free getValue. Дальше произойдет очень интересное. Я сейчас смогу вызвать вот таким образом. Давайте только, значит, getDelta мы написали. Давайте сделаем markdown эту историю. Вот таким образом. И запустим наше дело. О, видите, мы вывели троечку. Это как раз и есть free getValue. То есть вот такая простая конструкция, такой массив, если мы после него поставим двойные скобки, да, закрытые скобки, он поймет, что это нужно вызвать. Он видит, что его первый аргумент – это объект класса. У этого класса есть метод getValue, и он вызывает этот метод на вот данном объекте. Но это, конечно, совершенно дебильная ситуация, потому что проще было бы сделать вот так. При getValue это же у нас паблик метод, сделать там pardump или что-то, да? Но тут возникает вопрос. А что если мы этот метод сделаем приватным? getValue. Можно ли каким-то образом получить этот метод не значение, которое он возвращает, а именно импортировать этот метод, создать из него closure и в дальнейшем использовать? Тут два затруднения. Первое затруднение. Closure можно создать только из анонимной функции, да, первое. А второе, это вообще private метод. Как мы до него достучимся?
Мы можем достучаться только в том случае, если класс нам, ну, в смысле достучаться, в смысле взять метод этого класса и сохранить его в виде переменной, то есть превратить его в closure, по сути. Но для того, чтобы это стало возможно, нам нужно создать такие публичные методы. Просто приватным методом это не получится сделать. Ну, вот давайте такой метод мы попробуем применить в данном классе. Вот. Помните, ровно та же конструкция, как я перед этим использовал. Такой массив, здесь getValue. Это публичный класс, поэтому можем его вызывать. Давайте попробуем с ним поиграть. Что получится? Что мы сделаем? Мы сделаем... Что мы сделаем? Мы сделаем getValue равно 3 getPrivate method. У нас, по идее, здесь будет... Вот вернется сам метод. А раз он вернется, мы сможем его вызвать. Так ведь? Как считаете? Давайте сразу сделаем var dump. Даже давайте вот так вот сделаем. Не getValue, а прям value. Потому что нам же уже value должно вернуться, да? И напишем value. И посмотрим, что у нас получится. У нас получился кошмар. Потому что мы только что пытались обратиться к приватному методу getValue. То есть вот эта вот конструкция, она нас не спасает от того, она не позволяет извне вызвать, сохранить getValue как переменную. Есть ли из этого выход? Есть. Мы можем сделать следующим образом. Взять вот этот класс closure и взять его метод статичный FromCallable. IDE-шка подчеркивает желтым. Я позже очень быстро покажу, почему она так делает. Так, вернули closure, убрали, и все равно она подчеркивает данное выражение желтым. Почему, я чуть позже объясню. Так, давайте попробуем сейчас запустить. Давайте вот так вот сделаем. Значит, getValue у нас будет вот такое. А value у нас будет getValue. Вот такое. Так, наверное, понять немножко. Да, давайте попробуем запустить. Получилось. Видите, когда мы вот эту вот примитивную историю с массивом, первым элементом, который является объект класса, а вторым является имя метода класса, нам не позволило обойти то, что это приватный метод. А вот такой конструкции нам уже возвращает троечку. Так, ну давайте вернемся к тому, а что, собственно говоря, произошло вот здесь. Почему у нас желтеньким-то это все дело подкрашено? А все просто. Дело в том, что в версии 8.1 у нас появился First Class Syntax. То есть мы можем сделать более красивым этот код вот таким образом. Видите? Мы возвращаем, то есть вот эта вот конструкция именно с таким синтаксисом. 2 скобки, а внутри 3 точки. А этот синтаксис говорит нам о том, что верни не значение getValue. То есть, понятно, если бы мы сделали вот так, он вернул бы значение getValue. А нам не нужно значение, нам нужен сам метод getValue. Мы говорим 3 точки. В этом случае у нас здесь вернется метод. И мы этот метод вот здесь превращаем в closure, а затем его вызываем. Это уже наша местная переменная. Понимаете? Мы сейчас не находимся в контексте класса. Но это наша вот местная переменная, которую мы вполне можем использовать. Ну, давайте еще напоследок запустим вот такую штуку. Значит, по поводу мультиплеера. Помните, я его переопределил? Вернее, как бы объединим две последние штуки, которые я говорил, объединим в одну простенькую. Значит, что я делаю? Я, по сути, повторяю вот ровно ту же самую функциональность здесь, по сути.
Но вместо getValue я использую вот эту конструкцию getPrivate метод и сразу его вызываю. Вот. И давайте посмотрим, что у нас получится. Смотрите. Понимаете, что происходит, да? Когда мы создавали вот эти closure, у нас контекст был таким. Multiplier был равен 100. А вот когда мы создавали вот эти closure, контекст изменился, multiplier стал вот таким. То есть, понимаете, да, что если мы здесь опять-таки напишем там, multiplier равно так, то ничего не изменится в выводе. Здесь все равно multiplier будет, ну, при вызове этой closure, multiplier будет равен единице. Возникает вопрос, ну, как это по-научному называется, нафига козе баян? На самом деле, применений у этого довольно много. В валидаторах очень часто используется, в фреймворках глубоко где-то это закапывается. Всегда, когда мы хотим вынести некую логику из класса и где-то обработать ее на стороне, нам удобно обращаться вот к анонимным функциям, а значит closure, потому что в PHP это всегда closure. Вообще, на самом деле, достаточно, наверное, набрать где-нибудь в гугле, не знаю, как используется замыкание в PHP, и можно получить много-много-много разных примеров, где и как они используются. Но суть именно основная заключается в том, что мы можем замораживать часть текущего контекста, замыкать его в себе и дальше исполняться с разнообразными параметрами, с разнообразными объектами разнообразных классов. Ну, если у нас в данном случае классов это объекты задействованы, да? Мы можем делать самые разные вещи. Мы можем замкнуть в себе кусок контекста. Вот это, на мой взгляд, самое главное, что есть во всей этой истории. Вот, собственно, о чем сегодня хотел рассказать. Если показалось интересно, не поленитесь, пожалуйста, поставить лайк, если узнали что-то новое или как-то устаканили свои знания. Если все это туфта и банальщина, не забудьте поставить дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ну и, как обычно, всем классных проектов, классных команд и хороших заработков. До встречи.